Привет, друзья! Сегодня поговорим про скины в Spine. Значит, зачем нужны скины? Они позволяют повторно использовать анимации скелета с различным набором вложений. Скины можно использовать как для простой смены вида персонажа, допустим, с мужчины на женщину, как вот в этом примере. Вы видите, у меня здесь есть скин Man Green и скин Woman Pink. Переключаясь между ними, мы видим, что меняется наш персонаж. Также скины могут использоваться и для создания целых персонажей из множества различных частей. Давайте соберем нашего персонажа. Вот вы видите, тут у меня есть различные части тела нашего персонажа. Это руки различные, туловище, голова и ноги. Если мы переключаемся, то вы увидите, что они отличаются цветами. Это я сделал просто для наглядности, так они могут отличаться значительно и по форме, и по цвету. Чтобы выбрать сразу несколько скинов, нужно включить панель скинов. Вот данную панель. Ее вы можете найти либо во вкладке View, либо, если она у вас просто свернута, вот здесь. Разворачиваем ее и видим напротив скинов булавки. Так вот, те скины, которые мы хотим, чтобы остались видимыми, мы нажимаем на эти булавки. Допустим, выберем Arms 1, Body 2, голова 1 и ноги давайте тоже выберем 2. И таким образом вы видите, что мы скомпоновали нашего персонажа из 4 скинов. Но активным всегда может быть только один скин. И в данном случае это скин Arms 1. Вы видите, что он выделен сейчас голубой линией. Если мы нажмем, допустим, на Body 2, то он будет активен. Если мы нажмем на Body 1, то скин Body 1 будет активен. И он показывается в данный момент. То, что можно собирать своего персонажа из нескольких скинов, это очень круто, на мой взгляд. Особенно, когда скинов, допустим, по 200 штук, и есть выбор и расы, и пола, и различных причесок, глаз, губ и так далее. Могут отличаться также рост персонажа, его поведение в анимации. Причем анимация будет для всех скинов одна. Скины состоят из вложений, костей и констрейнтов, которые активны только тогда, когда скин включен. Ключевым элементом скинов является скин placeholder, который представляет собой вложение, помещенное в слот в иерархии, как и любое другое вложение. Однако это всего лишь placeholder для реально используемого вложения, которое создается из скинов, видимых в данный момент. Давайте выберем голову нашего персонажа и посмотрим, как там обстоят дела в иерархии. Здесь мы видим кость с головой, head, в которой находится скин с головой, head. И дальше обычно, когда у нас нет скинов, мы видим сразу вложение, то есть вот это изображение головы. Но так как это изображение находится в скине, оно вложено в скин placeholder. То есть этот скин placeholder показывает нам, что данное изображение относится к какому-либо скину. И скин placeholder является неотъемлемой частью скинов. Он очень похож на слот, так как он не имеет функции трансформации, так как и слот. Если выделить placeholder и, допустим, переместить его, вы будете перемещать именно вложение этого placeholder, то есть само изображение. Placeholder не имеет опции трансформации. Он нужен только для того, чтобы показывать нам, что некие вложения в этом слоте имеют скин. В анимации вы можете включать видимость и скрывать placeholder так же, как и вложения, с помощью ключа attachment. При этом данный ключ не привязан к конкретному вложению. Вместо этого меняется видимость именно скин placeholder. А то, какие вложения отображаются, зависит от того, какой скин активен в данный момент. Это позволяет использовать анимации с любыми скинами. Если я, допустим, в 30-м кадре изменю видимость placeholder с головой, выключу ее, этот placeholder, то после 30-го кадра у нас не будет, естественно, отображаться голова, а до 30-го кадра она отображается. И при переключении скина на другой, допустим, выберем Woman Pink, мы увидим, что в 30-м кадре эта голова также исчезает. Итак, как же создать скин? Для того, чтобы создать скин, нам нужно выбрать в иерархии раздел «Скины». Вот он здесь находится. И нажимаем свойства, кнопку New Skin. Пишем название, пишем один, допустим. Нажимаем ОК. И вот ваш скин готов, но он сейчас пустой, поэтому мы ничего не видим в нашем поле Setup. Как вы уже поняли, неотъемлемой частью скинов является скин placeholder. Так вот, чтобы создать скин placeholder, нужно выделить в иерархии либо кость, либо слот, либо вложение слота и нажать в свойствах новый скин placeholder. Давайте выберем любую кость, допустим, кость Pants, и нажмем новое скин placeholder. Введем название. New Skin Placeholder, нажимаем ОК. И вы видите, что новый Skin Placeholder создан. То есть сейчас сюда мы можем положить какое-то изображение в этот Skin Placeholder. И оно автоматически будет относиться к скину 1, так как он сейчас у нас активен. Давайте перейдем в изображение и положим сюда какое-нибудь изображение. То, которое мы еще не использовали. Edit Mesh, допустим. Кладем ее на поле Setup. И смотрим. Вот оно положилось также в Pants. Но что мы можем сделать? Мы можем просто перетащить его в Placeholder. А этот слот просто удалить. Таким образом, вы видите, что мы поместили наше изображение в скин. И если я сейчас выключу скин, то вы не увидите больше это изображение. Если я включу, то он будет. Переключаясь между скинами, вы не будете видеть это изображение, пока мы снова не включим скин 1. Давайте закинем еще несколько изображений в наш состав, допустим, вот эти два. Сейчас эти изображения выделены, и таким образом, выделив несколько изображений, вы можете также добавить их в скин placeholder. И эти скин placeholder будут созданы для каждого из изображений. Здесь в опции вам предлагается дублировать вложение в каждый скин. Нам это не надо, мы хотим видеть эти изображения только в скине 1, поэтому мы не нажимаем здесь чекбокс, а нажимаем просто ОК. И вы видите, что для каждого из изображений создался скин placeholder с именем того вложения. Сейчас мы переключимся между скинами, и вы видите, что мы не видим этих изображений в других скинах. Давайте удалим этот скин. Также вы можете дублировать скины. Допустим, мы хотим сделать еще один вариант скина. Бывают такие ситуации, когда заказчик дополняет список скинов постоянно. Они отрисовываются постепенно и переходят к нам в работу. Значит, мы выбираем скин, который хотим дублировать. В нашем случае это наш зеленый парень. И нажимаем в свойства кнопку копирования. Вот мы выбрали наш скин. И вот здесь есть кнопка копирования. Если вы поддержите, подсветится ход Key-Command-D. Нажимаем кнопку копирования и видим опции копирования. Первая опция – это то, как мы назовем наш скин. Смотрите, по поводу названия скинов. Вы, конечно, можете называть их как угодно. И иногда заказчик сам определяет название скинов. Но хорошей практикой является называть скины предельно понятно. Без всяких там скин 1 или просто цифра. Название должно отражать содержание скина. А также название скина должно быть идентично названию папки, в которой находится этот скин. Если вы, конечно, будете делать деление по папкам. Вот у нас в проекте, вы видите, в папке с изображениями есть несколько папок дополнительных, а также просто лежащие изображения. Так вот, вы можете обнаружить, что папка с изображением нашего зеленого персонажа, вот если мы поддержим, вы увидите, что это наш персонаж, она называется так же, как и скин. А скин Woman Pink, если мы перейдем сюда, вы также можете найти папку с названием Woman Pink. А вот ниже есть изображения, которые вот еще не активные, я не использовал их.
а также активные изображения. И, допустим, у нас здесь есть 3 изображения, это изображения с оружиями. Но вы также можете увидеть, что у нас есть и скины с оружиями. И это не самая лучшая практика расположения вот этих изображений. То есть эти изображения хотя бы должны быть в папке под названием Weapon, чтобы оттуда можно было закидывать эти изображения в скины. Так будет просто понятнее. И тогда человек, который будет работать после вас, сразу же поймет иерархию, и ему будет несложно в ней разбираться. Если вы оставите изображение вот так, то со временем в сложных проектах может собраться большая куча изображений для разных скинов, и управлять ими будет просто затруднительно. Это может сохранить и ваши нервы, и нервы тех, кто также будет работать с этим проектом в дальнейшем. Так вот, продолжаем обзор свойств копирования скина. Давайте снова нажмем «Копировать». Далее у нас идет чекбокс Linked Mesh. Это значит, что весь меш, который был использован в этом скине, будет скопирован в новый скин. То есть вы видите, что здесь мы используем меш везде. И весь этот меш, все точки, вертексы будут скопированы в новый скин. А так как я говорил, что меш это не изображение, а своеобразный ящик для изображений, то это значит, что новые изображения впишутся в данный меш. И каждое изменение меша будет влиять на все связанные скины. Если вы поменяете меш в первом скине, он деформируется и в скопированном скине, что очень удобно. Но если вы хотите, чтобы меш был не линкованный, то не ставьте эту галку. Далее чекбокс наследования таймлайнов. Это значит, что вся анимация, которая была и будет создана с использованием деформации меша, будет передаваться на новый скин. То есть, допустим, если был анимирован меш туловища, то он будет иметь одни и те же ключи для 2 скинов. Далее чекбокс «Скопировать ключи анимации». Он становится видимым, если выключен один из предыдущих чекбоксов. Допустим, мы выключим наследование таймлайнов, становится активным этот чекбокс. И либо мы выключим Linked Meshes, и он также становится активным. Тут, я думаю, все понятно. Вся анимация меша скопируется в новый скин. Но теперь для каждого скина будет набор своих ключей в анимации меша. Последний чекбокс – это переименовать вложение. Также очень полезная опция, которая позволяет изменить путь к папке со скинами. Допустим, у нас есть изображения для нового скина. Они лежат в папке с изображениями в новой папке, называемой Man Red. Вот она, Man Red. Имена этих изображений идентичны именам из папки Man Green. Если я сейчас открою эту папку, вы увидите, что и здесь есть Arm L, и здесь есть Arm L. И они все идентичны. Если мы посмотрим на любое изображение, то мы увидим в названии путь к папке с изображениями для данного скина. То есть вот здесь вы видите до слэша путь к папке. Далее идет слэш, что означает создать новую папку, и далее название нашего изображения. Так вот, если этот чекбокс включен, то в пути к этому спрайту в названии будет заменено Man Green на название нашего скина, который мы введем здесь. А здесь я введу название Man Red. И после создания Spine автоматически подхватит все изображения, которые совпадают по названию с теми, которые уже использовались в скине с Man Green. То есть если в этой папке Man Red будут изображения с названиями такими же, как и в папке с изображениями Man Green, то Spine подхватит новые изображения. То есть вот смотрите, мы всего лишь дублируем скин. И мы называли его как скин Man Red. Но поставив галочку Rename Attachments и подготовив дополнительно перед этим наше изображение, нажимая ОК, мы увидим, что наш скин заменился на изображение из папки Man Red. И теперь видите, что все изображения использованы. И если мы выберем, допустим, голову, то мы увидим, что путь к папке с изображениями изменился, он стал Man Red. Думаю, с этим все понятно. Переключаемся снова на скин Man Green. Далее рассмотрим опцию Export. Если флажок Export снят, то скин не будет экспортироваться. Тут все просто. Далее свойства цвета скина. Изменение цвета скина может помочь различить скины в иерархии. Вот видите, вновь созданные скины, они такие оранжевые. Вот как оружие, как наш новый скин Man Red. Но также можно изменить цвет скина, нажав на цвет и поменяв его на любой цвет другой. На отображение в сетапе это никак не повлияет. Это просто сделано для того, чтобы вы визуально различали скины. Идем дальше. Далее у нас идет кнопка Add to Skin. Щелчок на кнопке «Добавить в скин» позволяет к скину добавлять кости и констрейнты. Допустим, давайте выберем наш новый скин Man Red и нажмем эту кнопку. И вы видите, что в иерархии подсветятся именно те вещи, которые мы можем добавить. Вот если мы раскроем сейчас панель с констрейнтами, вы увидите, что мы можем добавить один или все вот эти констрейнты к нашему скину. Давайте добавим какой-нибудь констрейнт. Вот он добавился. Напротив него появилась иконка со скином. Если подержать немножко, то мы увидим, в какой скин упал наш Transform Constraint. Также констрейнты могут быть отнесены к нескольким скинам. То есть если вы посмотрите на вторую иконку, то здесь написано, что он относится к 2 скинам. А также мы можем выбрать какие-то кости, которые будут относиться только к этому скину. Давайте выберем, допустим, кость с оружием. И все. Чтобы выйти из этого режима, мы можем нажать либо пробел, либо Escape, либо снова нажать на эту скин. Таким образом, если я включу видимость костей и переключусь на другой скин, то вы увидите, что здесь исчезла кость. И она теперь не видна, потому что данная кость, которая находилась здесь, она сейчас в новом скине. Или вот посмотрите, если мы выберем скин Woman Pink, то вы увидите, что здесь есть кости, вот эти синие кости для волос, а также синие кости для юбки, которых нет в других скинах. Перейдя в скин, можно посмотреть, какие кости находятся в этом скине. Если в скине нету костей, то вы не сможете развернуть этот скин. Если в скине есть какие-то вложения, то вы сможете увидеть вот этот значок и развернуть данный скин. Вот сейчас мы видим, что у нас в скине Man Green есть constraint, pass constraint. Далее в скине Man Red у нас есть одна кость, называется weapon, и также 2 констрейнта, transform constraint и pass constraint. А также в скине Woman Pink у нас есть куча костей с волосами и также 3 констрейнта. Удалить эти кости либо констрейнты из скина можно также просто нажав вот на эту кнопку удаления. Давайте выберем наш скин новый, в который мы добавили. Transform Constraint и кость с Weapon, и удалим их. То есть мы нажимаем на кнопку «Удалить» и выбираем еще раз, и нажимаем на кнопку «Удалить». Это всего лишь организационный момент, то есть он никак не влияет на то, какие кости сейчас у нас находятся в сетапе. Они все, вот эти кости есть, и все констрейнты также есть. Просто-напросто это момент отображения, чтобы было более визуально понятно, как работать с данным скином. Потому что я бы не хотел, чтобы в скине для Man Green виднелись кости для скина Woman. Скины могут быть организованы в папке. Вот вы видите, что у меня здесь есть 3 папки созданные.
И чтобы создать папку, мы выбираем нужный скин. Допустим, давайте выберем вот эти два скина с рукой и нажимаем «Новая папка». Пишем здесь название, нажимаем «Ок». И вы видите, что наши два скина переместились в папку ARMS. Также можно и удалять отсюда эти скины. То есть мы просто-напросто берем и перетаскиваем эти скины в другую папку. А эту папку, так как она пустая, мы можем удалить. В иерархии скелета отображаются только те вложения, которые относятся к активному в данный момент скину. То есть вы видите, что сейчас у нас отображается вложение меша, и только для данного скина Green. Это сделано также для визуального удобства. Если вы мазохист и всегда хотите видеть все вложения всех скинов сразу, то просто нажмите на кнопку опции сверху и включите Show All Skin Attachments. И далее вы увидите в иерархии вложения для всех скинов. Если вы посмотрите, то вы увидите, что у нас есть Slot Pass, Skin Placeholder Pass, и для каждого из этих скинов есть свой путь. Но в данном скине у нас показывается только вот этот включенный путь, Man Green. И сейчас серфить по этому дереву не очень удобно, поэтому эта опция и существует. Также у скина в плейсхолдере может быть вложение, а может и не быть вложения. Часто бывает так, что в разных скинах разное количество деталей. Вот, например, давайте создадим еще один скин из нашего красного персонажа. Для этого мы снова нажимаем «Дублировать» и выбираем, пишем здесь Man Red 2. Нажимаем Rename Attachments. Так как я подготовил папку с новым скином Man Red 2, я нажал специально вот этот вот Rename Attachments, и теперь нажимаем ОК. У нас ничего не поменялось, новый скин создался. Но давайте посмотрим путь к изображению. У нас путь к этому изображению сейчас Man Red 2. Вот его тоже здесь видно. Что ж, давайте перейдем в папку с изображениями. А здесь в папке с изображениями мы находим нашу папку Man Red 2. Вот она. Открываем ее, и мы видим, что у нас есть одно изображение, которое не задействовано, оно не активно. И это потому, что прошлый скин не имел этого изображения. Давайте добавим его к новому скину. Для этого выбираем его, нажимаем Z-Parent и выбираем кость, в которую мы хотим вложить наш щит. Ну, так как у нас это изображение щита, мы вложим его в руку, в кость руки, вот сюда. Выбираем эту кость, появляется диалоговое окно, нажимаем Create New Slot, чтобы создать новый слот с этим изображением, пишем сюда Shield, нажимаем ОК, и вы видите, что у нас в руке появился щит. Теперь мы его немножко спозиционируем, давайте повернем, увеличим и сделаем его немножко темнее. Для этого мы перейдем в цвет и немножко притемним наше изображение. Окей. Теперь, так как оно у нас в Draw Order отрисовывается поверх всех остальных изображений, вот если я буду перемещать, вы видите, что у нас сверху, нам надо переместить наш щит в Draw Order. Выбираем для этого наш слот, нажимаем сюда на фильтр, и вы видите, что он находится самого верху. Я думаю, что надо поместить его в самый низ персонажа нашего, под руку, вот сюда даже. Таким образом, он будет отображаться за нашим персонажем. Закрываем фильтр. И вы видите, что данное изображение не находится в скине. Для того, чтобы добавить это изображение в скин, мы просто нажимаем новый Skin Placeholder. Здесь появляется опция дублировать ли это изображение в каждый скин. Мы не будем этого делать, чтобы потом не удалять из каждого скина это изображение. Мы хотим, чтобы этот щит отображался только в нашем вот этом скине. И нажимаем ОК. Здесь мы должны указать название нашего placeholder. Но по дефолту подходит и то, как называется наше изображение. Нажимаем ОК. И вы видите, что появилась вешалка. А так как у нас активный скин был Man Red 2, то вот данное изображение прикреплено к этому скину. Если мы перейдем в скин Man Red, то вы не увидите этого щита. И таким образом мы видим, что наш щит прикрепился только к новому скину, который мы создали. Вот это один из способов того, как можно добавить новое изображение к существующему скину. Чтобы удалить вложение из плейсхолдера, мы просто выбираем это вложение и либо перетаскиваем его куда-либо в другое место. Допустим, мы можем просто перетащить его в руку. И нам нужно будет создать, естественно, новый слот. Ну, допустим, нажимаем ОК, у нас создается слот с этим изображением. А вот здесь плейсхолдер остается пустым. Либо нажмем Ctrl-Z, отменим операцию. Либо мы просто можем выбрать наше изображение и удалить его. Нажимаем удалить, и оно исчезает из этого скина. А также, допустим, вот если я выберу голову у нашего скина Man Red 2 и также удалю ее, нажму удалить, то эта голова исчезнет только из скина Man Red 2. Во всех остальных скинах, где есть эта голова, вот здесь в placeholder, а это у нас, если мы посмотрим сюда Show All Attachments, и давайте выберем кость с головой и посмотрим. Это у нас скины Head 1, Man Green, Man Red, вот наш Man Red 2, здесь, видите, ничего нету, и Woman Pink. Вот в этих всех, раз, два, три, четыре, в 4 скинах наша голова останется. Это вот эти все скины. То есть, если я буду перелистывать по скинам, то вы увидите, что везде есть голова, кроме скина Man Red 2, в котором мы удалили эту голову. В зависимости от настроек иерархии, кости, констрейнты и другие вложения могут быть не видны в режиме анимации, в Dopeshit или на графиках. Если посмотреть в Dopeshit, мы не найдем здесь некоторых костей, констрейнтов и меша для скина с девушкой, так как они вложены в скин с девушкой. Для того, чтобы увидеть все кости для всех скинов, мы идем в свойства иерархии и нажимаем здесь галочку, выключаем Hide, Viewport Skin Bonds. Таким образом, у нас появляются новые кости, которые также относятся к другим скинам. Давайте снова скроем эти кости. В иерархии скелета справа от кости либо констрейнта есть значок, как я уже говорил, скина. И вы видите на нем, что сейчас этот констрейнт относится к 3 скинам. И если мы нажмем на данный значок, вы увидите, в каких скинах находится данный констрейнт. Таким образом, вы сможете быстро, нажав на эту кнопку, удалить этот констрейнт из всех скинов. Удаляя констрейнты или кости из скинов, вы не удаляете их из скелета, они просто удаляются из скинов. То есть не переживайте, что у вас исчезнут кости. Они не исчезнут, они останутся в вашем скелете, просто удалятся из скинов. Если вы используете констрейнты в скинах, вот как в нашем случае в скине Man Green и Woman Pink есть констрейнты. Если мы посмотрим сюда в констрейнты и увидим Pass Constraint, который относится к 3 скинам, как мы уже знаем, и вот у нас скин Man Green есть Pass Constraint, а также скин Woman Pink тоже есть Pass Constraint. Так вот, данные констрейнты будут работать только если скин активен.
Как видите, наши кости повторяют изгиб данного пути. Это потому, что сейчас на эти кости воздействует констрейнт, который говорит им, что нужно повторять изгиб данного пути. И этот констрейнт сейчас находится у нас в скине Man Green. Если мы переключимся в скин Woman Pink, то вы увидите, что здесь кости также повторяют путь нашего сплайна. Только здесь сплайн отличается формой, потому что он также находится в скине, и я изменил его форму, чтобы вы понимали разницу. Так вот, констрейнт действует на эти кости именно в данном скине. А если я переключусь на другой скин, допустим, на скин ноги, то вы увидите, что в этом скине нет тех констрейнтов, которые воздействовали бы на кости, чтобы они повторяли траекторию данного сплайна. Таким образом, констрейнты в скинах работают только тогда, когда скин активен. Если скин-плейсхолдеры вам больше не нужны, допустим, вы решили, что у вашего персонажа все-таки не будет скинов, и по сути вам нужно избавиться от скин-плейсхолдеров, но сохранить изображения, которые были в них. В таком случае не нужно перемещать вложения в слоты и удалять плейсхолдеры. Вот таким образом. Вместо этого выделяем необходимые плейсхолдеры. Давайте выделим вот этот плейсхолдер, вот этот, допустим, вот такие плейсхолдеры. И нажимаем кнопку Delete. По нажатию этой кнопки у нас появляется окно, в котором мы можем выбрать некоторые опции. Значит, первая опция – это оставить текущее вложение, то есть вложение данного скина. А вложения других скинов, которые находились в этих скин-плейсхолдерах, они будут удалены. Давайте включим его, я покажу, что это значит. Если я нажму сейчас ОК, то вы увидите, что сейчас, если я выберу вот эти вложения, у них уже нету скин-плейсхолдеров. Но если я перейду в другой скин, то вы также увидите, что у этого нового скина нету плейсхолдера, который содержал бы вложение с изображением данного скина. То есть у нас сохранились только те вложения, которые мы оставили. Давайте снова выделим несколько скин-плейсхолдеров и попробуем другую опцию. Нажимаем Delete. Второй чекбокс означает, что мы оставим все вложения из всех скинов. Давайте нажмем ее и нажмем ОК. И как видите, остались вложения со всех скинов. То есть я могу переключаться между ними, и вот эти вложения будут отображаться. В целом, Skin X Spine – это очень мощный и удобный инструмент, который позволяет экономить кучу времени при правильном подходе. На этом на сегодня все. В следующий раз мы поговорим о констрейнтах. Всем пока!